Всем привет! Наверняка вы уже вовсю раздумываете над новогодними рецептами, но я прекрасно знаю, что среди вас очень много людей, соблюдающих пост в это время года, а поэтому мой сегодняшний рецепт именно для вас. Это будет постное полезное печенье с цельнозерновой мукой. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале Жизнь вкусная. Я беру 120 грамм цельнозерновой пшеничной муки, можно брать обычную белую пшеничную, 25 грамм кукурузного крахмала, 100 граммов воды, 30 граммов растительного масла. Также я возьму 4 столовые ложки кунжута, это 40 грамм, вы можете заменить его либо маком, либо даже дробленными семенами конопли, либо вообще не добавлять, если вам не нравится присутствие каких-то зернышек в печенье. Также в тесто у меня пойдет пол чайной ложки соли и пол чайной ложки разрыхлителя. Друзья, список всех ингредиентов я оставлю в описании к этому видео. Если вы не хотите готовить это печенье из цельнозерновой муки, готовьте с обычной белой. А если добавите немного сахара и ваниль, то у вас получится печенье не хуже, чем знаменитая и популярная Мария. Кроме того, если вы не любите кунжут, вы можете его полностью убрать, либо заменить маком или какими-нибудь другими семенами по своему вкусу. Сперва смешаю все сухие ингредиенты, отправляю в небольшую удобную миску муку с крахмалом, кунжут, а также разрыхлитель и соль. Необходимо просто все смешать до равномерного распределения всех ингредиентов. Теперь я вливаю в небольшой вот такой вот ковш, у меня это такая турочка из нержавейки. Вливаю сюда растительное масло и воду. Эту смесь мы будем доводить до кипения и затем заваривать ею тесто. Если у вас есть кокосовое масло, вы также его можете использовать вместо растительного подсолнечного масла. Для этого печенья оно подойдет прекрасно. Вливаю закипевшую смесь и потихоньку помешиваю тесто ложкой. Когда оно немножечко подостынет, я смогу уже замесить его руками. Посмотрите, как прекрасно вошла вся мука. Тесто очень удобное, податливое. После того, как мы его быстренько вот таким вот образом замесили, его нужно завернуть в пакет или пищевую пленку и оставить минут на 15 отдохнуть. У меня есть вот такие вот зип-пакеты, я сюда помещу тесто. Отдыхает и набирается силы. Тесто полежало и отдохнуло, буду раскатывать его и вырезать печеньки при помощи вот такого вот небольшого катера. Вы можете брать любую формочку для печенья, либо стакан, или просто нарезать его ножом на порции. Припылю рабочую поверхность мукой для того, чтобы мне было просто работать. Раскатываю тесто в пласт до толщины 2-3 мм. Убираю тесто, его я перезамешу и вырежу еще порцию печенья. Тесто очень податливое, его перезамешивать очень просто. Вы можете увидеть это. Видите? Прекрасно сходит. При раскатке в пласт толщиной 2 мм и вырезание катером 5 см в диаметре у меня получилось 30 печений. Отправляю их выпекаться при температуре 220 градусов в течение 5 минут в режиме конвекции, потому что я хочу испечь оба противня за раз. Я уверена, что это печенье вам обязательно понравится, и оно способно сделать вашу жизнь вкуснее не только во время поста. Оно очень хрустящее, со слоистой текстурой. Вы можете смело взять его на вооружение, если планируете готовить к новогоднему столу какой-нибудь ассорти из паштетов или намазок. Такое печенье прекрасно подойдет в качестве альтернативы обычному традиционному хлебу или каким-нибудь маленьким кусочком лаваша. Это будет очень интересно, очень необычно и очень вкусно. Ну и не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось, а также подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусных рецептов. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме. Всем пока!